Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что вас ждет? Роман или же отношения? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких же энергиях вы пребываете. Вот сказать, что вам грустно, это ничего не сказать. Проигрывается ситуация, утрата любви, утрата семьи, утрата отношений. Опять же, вот ситуация, когда деньги есть, но счастья нет. Напишите в комментариях, есть такая ситуация или нет. Вы человек очень справедливый, очень такой вот открытый к людям, знаете, вот очень добродушный. Вы всегда и на помощь придете, вы всегда поможете. Вы утешите или словом, или делом, финансами, ну то есть как угодно. Вы очень такой лояльный человек. Но вот именно то, что касается любви, то вам безумно плохо. Вот плохо именно потому, что душа болит, а сердце плачет. Так. Очень вы, кстати, очень мирный, неконфликтный человек. Вы настолько, вот знаете, вот как-то вот привыкли жить по совести, по справедливости. А вот личная жизнь у вас стоит абсолютно на паузе. Да, вокруг вас крутятся, вертятся женщины, да, вы отмечаете, что и там красивая пошла, и там симпатичная, но как-то вот вы особо не вступаете в отношения. Смотрите, давайте-ка вот сейчас уточним, почему вы поставили на паузу. Может, смотрите, может проигрываться у одних из вас, что вы еще живете прошлым, еще холите надежду вернуться, а вдруг все получится, и снова император наш. Ребята, вы императоры однозначно, ну практически в каждом раскладе вы императоры. Смотрите, одни, значит, либо же хотят еще помириться, где-то глубоко в душе есть какой-то процент, либо же еще может проигрываться ситуация, когда вы просто внутренне не готовы к отношениям. Но я даже склоняюсь, что скорее большинство из вас не готовы. Потому что есть недоверие к женщинам. Есть какая-то, вот знаете, такая ситуация, когда ну, не веришь вообще никому и ничему. Вот после предательства не веришь просто вообще женщинам, считаешь их корыстными, считаешь их, ну, я не знаю, даже, вот честно, даже не знаю, какое слово подобрать. Вот считаешь просто их, ну, недостойными вашего внимания, что ли, да? Вот один раз вы обожглись, и теперь вот вы уже не знаете, как дальше жить, как знакомиться, кому можно доверять, кому нельзя. Ну, то есть вот такое, знаете, смятение души у вас. Вы такой человек, который, ну, вы вот все в семью. Вы очень семейный человек. Опять же, это неоднократно уже в наших раскладах выпадало. Но вот после того, что вы пережили, да, вы очень сильно пересмотрели свою жизнь. Вот вы не знаете, стоит ли вообще вступать в отношения, либо же одному остаться. Вот вы даже некоторые для себя еще не определились. Может быть, остаться. Может быть, вообще реально жить для себя. Вот такая вот дилемма осталась перед вами. Вы не можете определиться, потому что, с одной стороны, боль, обида, предательство, да. Поэтому вот вы не исключено, что вы просто вот для себя еще не решили. Может быть, реально остаться одному. Так, смотрим. Что же будет дальше у вас в личной жизни? Потому что пока вот я не вижу прям такой вот готовности. У некоторых из вас могут проигрываться небольшие такие, да, любовные романы. Но вот вы больше сейчас, вот в ближайшее время, вы больше уйдете в работу, в дело свое. Потому что, ну вот, ну я не вижу настроя такого вот в ближайшее время на отношения. Что же будет дальше? Смотрим с личной жизнью. А дальше у вас появляется новая женщина.
Причем женщина это будет абсолютно новая. Это женщина, которую вы не знаете. Это совершенно новая дамочка будет. Очень такая интересная, очень... Ну, обычно такие женщины любят следить за собой, они ухоженные, они, ну, даже не выглядят на свой возраст. Они настолько, вот знаете, любят и умеют ухаживать за собой, настолько вот они умеют со вкусом одеваться, они умеют двигаться. Они мастерицы на все руки. Ну, то есть такая со всех сторон, очень и очень неплохая. Она вам настолько понравится, что вы сами испугаетесь, что вы настолько сильно увлеклись. Вот как-то, знаете, будет как озарение. Вы уже отвыкли от этого состояния. Вот я как говорила, вы скорее даже на одиночество уже начинаете настраиваться. Плюс еще может проигрываться у некоторых из вас, что вот вы пытаетесь там знакомиться, допустим, у некоторых, я еще раз повторяю, даже если вы пытаетесь знакомиться так уже, да, ну, не то чтобы через силу, ну, поскольку надо бы, да, попробовать, может быть, но как-то вы особо в душу никого не впускаете, даже те, кто пытается знакомиться. А здесь вот, знаете, как будто вот молния вас ударит, вот как озарение, вот как в 20 лет просто влюбляешься, как мальчишка. Вас это немного испугает. Что же будет дальше? Вот вы настолько вот реально влюбитесь, как мальчишка, причем поначалу вы будете это рассматривать вот реально как роман. Вы посчитаете, да, это так страсти, это чисто влюбленность, да ничего серьезного. Но опять же, вы будете готовы мчать на край света ради этой женщины. Вы будете готовы, я не знаю, там среди ночи сорваться и лететь, чтобы ее там 5 минут увидеть, к примеру. То есть вас так понесет, крышу сорвет хорошо. Причем, смотрите, вот в процессе вашего общения вы сами поймете, что чем больше вы с ней будете общаться, тем больше вы в нее влюбляетесь. Вот если поначалу как-то вы думали, ну, будет роман, да, вот все-таки опаска, есть некоторые сомнения, опасения, но вы как-то поначалу не рассчитывали, что вы так влюбитесь. Но, ребят, голову будет сносить чуть ли не с каждой встречи. Здесь будет и потрясающий интим. Здесь вот именно начнется как-то, знаете, вот с таких бурных страстей у вас роман, что вы реально подумаете, ну вот это да, да, как в молодости. Страсти кипят, бурлят, женщина очень страстная, очень активная. У таких женщин обычно ну, голова никогда не болит. Такие женщины любят эксперименты. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. С такой женщиной можно всегда и везде. Такая женщина, ну, я думаю, очень редко попадается. Поэтому нужно ценить, кто очень любит все это дело, да. Вы понимаете, конечно же, о чем я намекаю. Вы настолько увлечетесь, что вот реально очень быстро начнете, ну, влюбляться все сильнее и сильнее. Это перерастет у вас даже в большую любовь. Так, что за любовь-морковь будет? Смотрите, может также проигрываться, что в этот период, когда вот вы будете с ней, вам даже предложат либо же какую-то, может быть, подработку, либо еще дополнительную работу. Может быть, даже перейти на какую-то другую работу, но более выгодную. Вот вы будете готовы ради этой женщины впахивать по 24 часа в сутки. Вот настолько вот вы снова влюбитесь, вот я не говорю, что эта история повторяется, просто, ну, вы остались прежним. Вот вы, если любите, ну, вы с головой в омут просто. Вот в тот самый омут вы с головой окунаетесь. Вы не видите никого, ничего. Для вас другие женщины перестают существовать. Понимаете? Вы даже, кстати, вот забудете даже о бывшей своей. Вот что немаловажно. Вы настолько забудете про свою прежнюю жизнь, вот какой позитив, да, вот если еще в начале расклада у нас была грусть, печаль, тоска, то с этой женщиной у вас, ну, такой драйв, как в 17 лет, наверное, будет. Это перемена вообще вашего жизненного уклада, даже вот, ну, режима дня того же. Если, допустим, вы привыкли рано спать ложиться, с ней вы рано спать не ляжете, вы прекрасно понимаете, почему.
Здесь будут и недосыпы, здесь будут и какая-то вот приятная такая томная усталость, потому что и бурные ночи, это все дает о себе знать. Довольно такая интересная женщина, очень такая страстная. Так, вот реально у вас, смотрите, все начинается, вернее, начнется. Мы на будущее смотрим. Начнется из таких вот, да, казалось бы, романтических чувств, страстей, но это может перейти в реальный, именно вот в брак может перейти. У кого-то это гражданский брак будет, у кого-то это может быть официальный, это уже вы сами будете решать. Но однозначно это не какой-то проходящий роман, это уже роман, перешедший в отношения, и отношения, перешедшие в брак. Вот такая вот цепная реакция будет, ребят. То есть это женщина, которая абсолютно перевернет ваш мир. Вот по-другому я просто не могу сказать. Вот с ней абсолютно вы забудете о бывшей. Вот забудете. Даже, вот знаете, будет такое состояние вот в новых отношениях. Если кто-то вам заговорит о бывшей, либо же вспомнит что-то о ней, вы настолько, вот знаете, даже не отреагируете. А настолько будет по барабану на то все, что было, потому что вы будете, вот знаете, здесь и сейчас счастливы, но уже с новой женщиной. Это настолько потрясающее чувство, когда рядом есть новый человечек, да, который излечивает от душевных ран, от вот этих всех воспоминаний о прошлом. Конечно же, воспоминания останутся, память ведь не сотрешь, да, никуда не денешься. Но настолько вот она излечит, настолько, даже от того же, я вам скажу, от воздержания она вас излечит, потому что я знаю, что у многих и эта проблема есть, да. Далеко не каждый мужчина может пойти там всех этих одноразовых девочек использовать, да. Далеко не каждый. Она вас излечит, ну, просто от всего, от чего только можно. Вот реально, вот настолько идет такая мощная энергетика даже от расклада, что я вот сама даже диву даюсь, настолько вот поменяется ваша жизнь. Поэтому не отчаивайтесь ни в коем случае. Настолько вот будет у вас переворот судьбы, вот переворот вообще всей вашей жизни. Человек, который послан вам свыше, это будет реально ваша вот палочка-выручалочка, которая спасет вас от всего плохого, что было у вас. И я думаю, именно с этой женщиной вы проживете именно долго и счастливо до конца дней своих. Именно с этой женщиной вы поймете, что такое настоящая любовь. Именно с этой женщиной вы поймете, что такое чувствовать себя нужным и любимым. Просто как бы наверху там они все видят, да, вот там, далеко наверху, кому плохо, кому кого нужно послать в какой момент. Не тогда, когда мы хотим, а именно когда это нужно. Всему свое время. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!